Всем привет! На ремонт привезли двухтактный лодочный мотор Suzuki DT30. Мотор только прошел обкатку, то есть он новый. И случилась следующая неприятность. Наезд на камень. При этом мотор подкинуло. Гребной вал не пострадал. Он ровный абсолютно. Но мы еще дополнительно его проверим на всякий случай. Винт тоже не пострадал. У него нет повреждений от удара. Будем снимать редуктор, разбирать его и восстанавливать киль. Буквально на секунду отвлечемся. Посмотрите на эту статистику. Ну что это такое? Большинство зрителей смотрят наш канал без подписки. Но вы же пропускаете все самое интересное. Или вам не интересно? В общем, давайте вы сейчас подпишитесь на наш канал, а мы продолжим. А я подожду. Подписались? Молодцы. А нет, вы не подписались, я-то знаю. Поэтому досмотрите это видео до конца, а в конце обязательно подпишитесь. Я лично буду контролировать эту страницу. Для снятия редуктора мы сначала откручиваем муфту, которая соединяет верхнюю тягу переключения передач с нижней тягой, а затем откручиваем 6 болтов крепления редуктора. 3 с этой стороны и 3 с противоположной стороны. Сливаем масло с редуктора, масло чистое. Владелец заменил масло после обкатки, но все равно редуктор мы будем разбирать, и масло в любом случае придется заменить. У моторов Suzuki здесь такая пластина, она является корпусом сальников, корпусом для подшипника вертикального вала. Это конструктивная особенность моторов Suzuki. Эту пластину ни в коем случае нельзя пытаться снимать без разборки редуктора, не выкрутив гайку пиньона, которая находится внутри. Потому что эта пластина еще уходит вовнутрь, у нее есть продолжение, и она выйдет вместе с вертикальным валом. Иначе она просто сломается, а вторая ее часть останется в редукторе. Придется ее менять. Сняли гребной винт и увидели, что на гребной вал нанесена консистентная смазка, такая же, которая присутствует и на других деталях и узлах этого мотора Suzuki. Учитесь, Yamaha, как нужно наносить смазку на вал. Далее мы будем откручивать 2 болта для снятия обоймы гребного вала. Откручиваем гайку пиньона. Откручиваем 2 болта этой пластины. И пластина вынимается вверх вместе с вертикальным валом. Но на моторах, которым по 10-20 лет, возможно, будут мешать эти шпильки для откручивания пластины. Поэтому бывает так, что эти шпильки приходится выкручивать. Эти шпильки будут держать эту пластину, так как они могут закиснуть. И специально для снятия этой пластины здесь присутствуют такие технологические резьбы, в которые вкручиваются болты. Именно эти болты можно отсюда выкрутить и вкрутить сюда. А вот второе отверстие. Но возможно еще потребуется снятие этих направляющих, которые тоже могут держать пластину.
Вынули обойму грибного вала. Она вышла очень легко, потому что мотор новый. Не пришлось ничего греть, ничего ломать. В редукторе важно не потерять регулировочные шайбы, которых на Сузуки достаточно много. Откручиваем теперь гайку пиньона. Ключ на 12. И вертикальный вал нужно каким-то образом зафиксировать, либо зажать его, но у нас для этого есть специнструмент. Здесь обычная правая резьба, как и в основном на всех редукторах. Сняли пластину, это ее внутренняя часть. Здесь находится уплотнительное кольцо, которое не дает воде попасть в редуктор. Внутри находится подшипник, сальники вертикального вала. Здесь находится шлицевая часть, на которую надевается пиньон, резьбовая часть, на которую накручивается гайка пиньона. И в этом месте находятся регулировочные шайбы, которые нельзя терять. Они остались в редукторе. Теперь для того, чтобы его разобрать, нужно вынуть шайбу. Она здесь одна. Чтобы с редуктора вынуть шестерню переднего хода, нужно сделать вот так. Опа, и выпал пиньон. Пиньон на этом моторе имеет такой внешний вид. Это поверхность, по которой работает игольчатый подшипник. Что ты не надеваешься-то? Вот так. Часто регулировочные шайбы прилипают к шестеренкам или к поверхностям редуктора из-за масла, и их терять нельзя. Редуктор готов к сварке. Нам остается только снять окна для забора воды. Они пластмассовые, чтобы не расплавились. Нужно также вынуть игольчатый подшипник вертикального вала и обойму подшипника переднего хода. А для этого мы слегка нагреем корпус редуктора, и обойма выйдет. Чтобы не потерять и не забыть про это колечко, можно сделать вот так. Забыл добавить, еще здесь есть тяга переключения передач, а внутри пластмассовый фиксатор этой тяги. Его тоже нужно снять, а для этого мы выкручиваем эти два винтика. Все, редуктор полностью разобран. Далее будем заниматься сваркой. В принципе, редуктор полностью разбирать и не надо, если подваривается небольшой кусок. Но так как у нас здесь большой кусок, поэтому лучше разобрать. Киль наварили, редуктор помыли, и теперь собираем все в обратном порядке.
Главное не забыть установить все регулировочные шайбы на свои места. А красить мы уже будем после сборки. Итак, друзья, сейчас идем раздушивать Suzuki 9.9 до 23 сил. Это надо делать обязательно ночью, когда темно и тихо. Итак, смотрим. Вот она, Suzuki 9.9. Надо заклинание сказать. Suzuki 9, раздушись. Так, я думаю, готово. Снимай колпак. Опа-на! Вот он. Вот она раздушилась до Нептуна. Все. Вот так вот. За 10 минут Нептун 23 превратился в Suzuki 9.9. Скажете, зачем? Сейчас объясню. Ну, во-первых, ГИМС лишний раз тревожить не будет. Посмотрят бинокль. Сусуза 9.9 идет. Что ее смотреть? Не регистрат. Хотя документы на мотор в порядке, если уж проверять будут. Вот. А второе, людей в уныние вводить. Какие-нибудь, какой-нибудь Натахатсу 18 будет стараться догнать и не сможет. Уж не говоря о 15 сильных моторах. Будут удивлены или разочарованы. Ну, не знаю. Этот мотор сильнее. Ну, кто не разбирается в русской технике. Ну, и так вот сдалека ты попробуй отличи ее от Сузуки. Ну, вот. Как бы я бы не отличил метров с 50.